Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская и мой новый разговор для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Сегодня 1 апреля 2024 года, вечер понедельника. Эта запись рождается абсолютно спонтанно, но не сделать я ее не могу. Предыдущая запись была сделана в пятницу 29 марта 2024 года, а в воскресенье у меня был запланирован модуль, 6-й модуль в школе. И я была уверена, что он состоится. Но он не состоялся. И сейчас я объясню почему, потому что это очень важно. И именно поэтому рождается эта запись. Вся неделя накануне модуля была вот прям такой притихшей из-за всех событий последних. И по сути теме модуля я вообще никак не посвятила время. Отношения, партнерство — самая востребованная тема, но вот как-то все отодвинулось. Просто группа как-то сразу сформировалась, и я уже, так скажем, уделила время главному, что необходимо было озвучить, обязательно прожить. Это вот как раз всем тем событиям, которые произошли. Вот. Разместила посты, потом родилась эта запись. И по сути я уже как-то и не переживала, будет ли модуль или нет. Я была уверена на 100%, что он состоится. У меня четко вырисовались в пространстве два направления. Это вот главное, то, о чем я говорила на неделе. Время тишины, паузы, пересмотра. И второе направление, как я видела, это как раз вот та жизнь, которую я продолжаю, мое дело. Я к этому двигалась. Но то, что стало происходить позже, показало мне, что здесь действительно сейчас та история жизни на ощупь, когда ты абсолютно не знаешь, каким будет твой следующий шаг. И я уделяю этому особое внимание, чтобы вы и в своей жизни увидели, что это нормально, если это есть. И сейчас, услышав меня, возможно, будете уже больше понимать, больше доверять себе, двигаться на каких-то внутренних импульсах, вот именно в тотальном доверии себе и жизни, насколько вы соединяетесь с ней. Так вот, как правило, накануне группы я всегда беру день тишины. И здесь для меня было удивительно, когда постучалась одна девушка, ей понадобилась личная встреча. Причем информация сразу пошла, что действительно помощь нужна прям срочно, а у меня по времени вот только получался этот день. Раньше я накануне групп консультации не проводила. Это было очень редко и давно. А здесь я прям почувствовала какой-то такой вот импульс, и тем более сверилась со всей информацией. Мне прямо говорят: да, надо сюда. Я пришла на встречу, она была запланирована на вторую половину дня. И сначала стали поступать послания от участников модуля, в которых я начала считывать, что что-то здесь не то.
Прям я почувствовала, как пространство в таком напряжении находится, хотя все участники просто, я точно знаю, ждали этот модуль, они очень хотели, это очень востребованная тема всеми всегда. И тут стало происходить очень странное. Я прям чувствую, что да, модуль идет, он реально идет, все, я прямо чувствовала это, но я считала такое тотальное, колоссальное напряжение вместе с этим, что я прям в него начала прям очень пристально смотреть, что это такое. Сначала я сочла, что это, ну, так скажем, уже даже объяснимо для нашего времени, что все вот проходим свои вот эти буреломы, джунгли, что я уже 100 раз говорила сейчас, какое спрессованное всяким негативом пространство, что буквально вот наши новые энергии, они вот как ручьи сквозь вот эти глыбы просачиваются. Трудно, очень трудно сейчас быть, жить, действовать, вообще как-то продвигаться в нашем пространстве. И я точно так же чувствовала, что модуль также себя чувствует. А когда пришла на консультацию, я увидела, я сразу почувствовала, что здесь что-то меня ждет новое, неожиданное, и оно развернулось. На консультацию было отведено 1,5 часа. Я была уверена, что мы справимся за час. Я была уверена вообще. Вот. А получилась история, когда думаешь, что кариес, получился пульпит. Сама консультация была больше 3 часов. И то состояние, которое принесла девушка, оказалось вот прямо конспектом того, что сейчас происходит с людьми. Только у нее такой, знаете, небольшой слоеный пирог она принесла, состоящий из 4 слоев. Состояние состояло из 4 слоев. А у других-то людей сейчас вот эти, каждый слой это просто, я не знаю, но если люди уже сходят с ума, там уже все взрывается, все уже просто не выдерживает. Вот. И вот больше 3 часов работали, и как раз во время этой работы я получила совершенно новую информацию, тем более, когда я работаю с человеком, я всегда работаю и с пространством тоже, то есть я считываю, что происходит с людьми и что происходит с пространством, потому что для меня каждая встреча с каждым человеком — это большой кладезь информации вообще о состоянии людей, человечества, планеты, всего общего пространства. И это, конечно же, очень и очень важно. Так вот, во время этой встречи модуль встал под вопросом, потому что то, что я увидела, мне показало, что сейчас в таком состоянии собирать группу, это просто небезопасно. И модуль встал под вопросом. Я участникам так и написала, модуль под вопросом, потому что сейчас каждый человек находится в таком запредельном, крайне непростом состоянии, что собирать вместе людей сейчас это просто небезопасно, я повторяюсь. Когда закончилась консультация, я еще больше 2 часов работала, смотрела, перепроверяла, и итогом стало решение модуль отменять. Меня из студии не выпустили, пока я не отменила модуль. Вот такие дела, друзья. И я увидела, что сейчас самая главная тема — это энергетическая безопасность. Вот эти 2 слова встали на весь горизонт. Энергетическая безопасность. И да, жизнь не отменяется, да, модуль важен, да, это все обязательно важно, нужно и ценно в жизни каждого человека,
И я надеюсь, тех участниц и участников, кто все-таки дойдет до него, только все это опять откладывается. А главное на сегодняшний день опять вот то состояние людей, которое есть. Вот это главное. И в нем главное это вот энергетическая безопасность. Поэтому, если вы сейчас услышите меня правильно, поймете, главное себя почувствуете и откажетесь от каких-то от участия в каких-то больших мероприятиях, поверьте, вы себе сделаете очень большое благо. Это реально небезопасно. Сейчас, помимо того, что уже накоплено в людях, а коридор продолжается, и это все каждый день, каждое мгновение, это все усиливается, усиливается, усиливается. А люди же, как правило, ничего не делают. Вы представляете, какая клоака сейчас творится у нас в пространстве, которая состоит из состояний всех нас. Большинство ничего не делает. Ничего. И поэтому, хочешь не хочешь, все это влияет на всех. И я это вижу везде, абсолютно везде. Лично у меня ощущение, что реально вот люди как будто сходят с ума. Мне об этом и ребята отозвались после предыдущей записи. Сказали, что они наблюдают, что действительно состояние людей сейчас просто напоминает какое-то сумасшествие. И взрослых, и детей. Что сейчас очень похожа та ситуация, которая была в 2020 году, когда вот люди вообще ничего не понимали тоже. И знаки такие вот нехорошие. Вот девушка говорит, шла с подругой, разговаривала тоже на тему, что она вообще не хочет идти на учебу, вот именно в какое-то общественное место абсолютно. И буквально ноги, как говорится, коленками назад поворачиваются. И мы, говорит, идем на эту тему, разговариваем. Я, говорит, поворачиваю голову, стоит скорая помощь, и за ней груз 200. Мне, говорит, прям не по себе было. Куда мы идем и что мы делаем вообще. И поэтому, когда я отменила модуль и как я прожила воскресенье, там состоялась еще одна встреча. Сейчас я хочу сказать, что сейчас может быть, но только индивидуальная работа. Групповое категорически нельзя делать. Нельзя. Это небезопасно абсолютно для всех. Сейчас только точечная работа, максимум. Собираемся вот только вот вдвоем. Для такой работы я имею в виду, вот такой вот, чтобы поработать с состоянием, погрузиться в какие-то вопросы, больше нельзя. Я сейчас озвучу то, что, возможно, для кого-то будет неожиданным, и, возможно, как говорится, в мой адрес полетят какие-то там реакции. Так вот, я нахожусь в своем пространстве, я озвучиваю только мою личную позицию и никоим образом не претендую на истину. Если то, что я сейчас ниже озвучу кого-то, кто-то будет с ним не согласен с этим мнением, ради Бога, это ваше мнение. Если что-то не устраивает, пожалуйста, покиньте, пожалуйста, мое пространство, но свои реакции оставляйте при себе, берите за них ответственность. Я озвучиваю то, что я чувствую и в чем я уверена абсолютно.
И за каждое свое слово, за каждую свою фразу я несу ответственность. И поверьте, на всех уровнях жизни. Я отвечаю везде, где только можно. В первую очередь перед собой. А это самая высшая ответственность для меня. Так вот, я уверена, что сейчас небезопасно участие и в медитациях тоже. И по очень многим причинам, и исходя из личного опыта тоже. Поэтому для меня это пространство, которое также собирает людей, их состояние вместе в один общий контейнер. И поэтому для меня на сегодняшний день это точно так же небезопасно, как участие в каких-то живых встречах, живых группах. Вот именно сейчас. Вот в своем пространстве я на сегодняшний день группу отменила. И когда будет эта группа, я на сегодняшний день пока сказать не могу. Я наблюдаю, потому что я и в модуле была уверена на 1000%. Я еще в субботу утром была уверена, что он состоится. И отменила его только 9:30 вечером. Когда сверилась уже на всех уровнях, у меня полностью вся картина развернулась, и я увидела, что это самое правильное решение. И других вариантов быть не могло точно. И когда в воскресенье была еще одна консультация, один в один была такая же история, подтверждающая предыдущий опыт. Девушка тоже принесла сложнейшее состояние, с которым мы работали, освобождали тело. Была перезагрузка. И вот такая работа, пожалуйста, индивидуально, но не более. Вот это действительно безопасно, экологично, со всей ответственностью за весь процесс. Здесь только благо. По крайней мере, я все сделала от души, со всей, как говорится, все, что знаю, умею. По крайней мере, у меня на душе спокойно, что все сделано правильно. И сегодняшний день мне показал, что нужно приходить и говорить об этой энергетической безопасности, потому что сегодня какое-то сумасшествие началось с самого начала. Я не знаю, как у вас, друзья, а у меня с утра было ощущение, как будто резко включили свет. Очень яркий свет. И вот буквально все люди как вот в рассыпную бросились. Это, знаете, когда в темной комнате резко включается свет, и вдруг от этого яркого света все как будто сходят с ума. Все бросаются в разные стороны. Это вот какое-то, даже слово не растерянность, а вот реально как будто вот что-то точно выходящее за пределы понимания. У меня было такое ощущение раньше, когда приходила информация о динамиках, каждый как на раскрытой ладони Бога. Вот у меня раньше было такое видение несколько лет назад. У меня такое ощущение, что вот этот процесс, он постоянно идет, только с периодическим усилением этой динамики. И вот сегодня эта динамика опять увеличилась, усилилась. Вы знаете, это как будто вот яркий свет включают. И у меня прямо было такое видение, как будто каждый человек, как на раскрытой ладони Бога, вот освещается полностью, просвечивается.
И вот сегодня точно такой же момент был. И все пространство ходуном заходило сразу, естественно, была ответная реакция. И я увидела, откровенно говоря, такую реакцию людей. Вот реально, как будто люди начали сходить с ума. Начиная от моих соседей, которые устроили, я вообще не знаю, что вплоть там до разборок пошло, мне пришлось. Вообще раньше люди понимали адекватную речь, я им напишу. Ну, веселые люди, молодые, всякое бывает, я все понимаю. Я раньше там напишу им, связь установилась, я нашла контакты и просто объясняю людям: ребята, давайте потише, вы же здесь не одни, все там договорились, извините, нормально. Сегодня была реакция абсолютно неадекватная, абсолютно непредсказуемая, вплоть там до каких-то, ну, в общем, очень неприятно и очень сложно. В общем, вся ночь была непонятно какая. И утром я увидела вот эту динамику, вот я еще думаю, что происходит. Вот. И когда я вышла на улицу по делам, у меня было ощущение, как будто, знаете, вот показывают в фильмах «Сумасшедший дом». Вот каждый ходит, вот знаете, вот как вот на своей волне, вот абсолютно на такой своей волне, от которой даже жутко становится. Они вроде бы, ну, и ходят, и тебе вреда не причиняют, но вот даже просто на людей смотришь и не по себе, просто не по себе. Я вам честно говорю, у меня сегодня целый день такое ощущение. Люди даже не понимают, они даже вот до них не доходит, что с ними что-то не так. Они ничего не чувствуют, они ничего не понимают. Я пришла в банный комплекс еще в четверг. И захожу, там невозможно дышать. Ну просто невозможно. Такого нашествия людей не было уже 1000 лет вообще. Все, кто ходит в этот день постоянно, у меня по-разному получается. Женщины говорили: что сегодня, говорит, вообще происходит? Все, откуда столько людей вообще сегодня, будний день? Но для меня было это удивительно. А еще было удивительно то, что там невозможно было дышать. Я зашла, я прям начала задыхаться. Я подхожу к персоналу, я говорю: девушки, давайте откроем окна. Так вытяжка вроде работает. Я говорю: не знаю, говорю, тут невозможно просто. Нашли окна, там что-то приоткрыли. Стоит женщина, она уже закончила все свои дела, одевается. Ну, понятно, после бани вся такая, распаренная, я с легким паром. Я уже не выдержала, я подхожу к ней и говорю: я могу задать вам вопрос? Она говорит: да, конечно, пожалуйста. Я говорю: скажите, пожалуйста, вам не кажется, что здесь очень душно? Или это только мне кажется? Ее ответ меня поразил. Она на меня смотрит и говорит: вы знаете, я только сейчас поняла, что здесь очень душно. Пока вы мне не сказали, я даже этого не чувствовала. А я ведь здесь, говорит, уже так давно. Она говорит: так тут невозможно душно. И она вот стоит, она говорит: господи, говорит, я задыхаться начинаю. И она быстро собралась и ушла. И я попросила персонал везде приоткрыть, потому что реально там просто вот, знаете, как будто вот кипящая кастрюля, и крышку не открывают вообще. А потом выяснилось, что вытяжка не работала. Вы представляете, вытяжка в бане не работает, народу полная баня. И никто ничего не чувствует. Вот, пожалуйста. Захожу в общественный транспорт сегодня. Потеплело немножко. В автобусе дышать нечем. Вот просто нечем дышать. Все окна запечатаны, полный автобус людей. И никто тоже, вот все стоят в телефонах, сидят в телефонах, громко разговаривают. Что сегодня творилось с людьми? Все так громко разговаривают. Такое ощущение, как будто у людей вообще предохранители слетели просто. Я уже молчу об уважении, я уже молчу о том, что об элементарных каких-то навыках, правилах жизни вообще, нравственности, этики, вежливости. Здесь что-то неадекватное, реально неадекватное.
Около меня молодежь так громко разговаривала. Я говорю, ребята, говорю, давайте потише. Они вообще не слышат, они не слышат. Одна девушка сидит в наушниках, смотрит в телефон, и телефон орет на полную катушку. Я ей говорю, сделайте, пожалуйста, телефон потише. Она на меня поднимает. И на весь этот, ну, она не слышит, она в наушниках, я не знаю. И телефон орет, и она в наушниках сидит. Маразм какой-то вообще. То ли она не переключила, то ли что, я не знаю, но какой-то постоянный неадекват везде. И самое, что даже скажу слово такое страшное, что таких людей очень много. Поэтому у меня тактика очень на сегодняшний день простая. Уходить вот как только можно избежать вот взаимодействия. Я это стараюсь сделать. И сегодня я уже прямо выехала из Челябинска на свою малую родину. И слава богу, что я это сделала. У меня ощущение, что в городе просто какой-то зашкаливающий концентрат. Мне захотелось вообще куда-то выехать в какую-то вот тишину еще большую. У меня и так там мой остров тишины, спокойствия, неги я создала, слава богу. И даже там меня, вот когда соседи начали бомбить, я, конечно, там приняла и меры, и ответила, и защитилась. Но я вам честно скажу, когда уже вышла в город, я считала там такое напряжение, что мне и оттуда захотелось уехать. Но у меня так и планы сложились, что мне надо было это сделать. Я очень рада этому. И когда я уже ехала, у меня, честное слово, было ощущение, знаете, как будто вот мир сошел с ума, все с ног на голову встало. Вот просто с ног на голову. Я еду, и вот у меня прям эта информация льется. Мы подъезжаем в город и видим аварию. Страшная авария. 2 машины. Сейчас нет никакого гололеда. У нас практически все растаяло. Сухая дорога, потеплело. День. Лобовое, практически лобовое столкновение. Одна машина вообще вот просто вот весь перед в смятку. Рядом стоит машина, вы не поверите, она перевернута. Вдребезги, вся разбита напрочь. Она перевернута. Как это произошло? И я вот когда увидела вот этот перевертыш, вот у меня же была эта информация, и я понимаю, что это действительно так и есть. А когда я уже сюда приехала, почему я решила все-таки записать эту запись, несмотря на то, что уже поздно? Потому что у меня ощущение, что сейчас, как будто, знаете, я смотрю фильм. Помните, фильм был про Ноев ковчег? Как один сенатор пошел строить ковчег. Ему там свыше послание было, чтобы он строил ковчег. И вот он, в общем, через все перипетии все-таки это сделал. И когда плотину прорвало, а ковчег он успел построить, и животные парами на него пришли, все над ним смеялись. А когда плотину прорвало, и вот этот Ноев ковчег понесло со всеми теми, кто успел на него подняться. И вот этот кадр из фильма, когда показывают вот эту вот волну, огромную волну, в которой смешалось все, там машины, дома, там остатки какие-то, деревья. Вот я сегодня ехала, и у меня вот этот образ не выходил вообще из моего внутреннего мира. Я прямо видела, у меня прям ощущение, что все прорвало, все прорвало, и вот все смешалось, вот все вот в этом чане, вот в этом потоке, все вот это, все люди, состояние, все это мешается. И вот у меня ощущение, что вот я не знаю, конечно, так это или нет, я честно говорю, я вот озвучиваю прямо вот прям
как говорится, по горячим ощущениям, по горячим инсайтам. Возможно, еще какое-то там будет у меня дополнение, но ключевое ощущение, что вот как будто что-то прорвало. Вот я не знаю, сегодня это произошло, но у меня такое ощущение, как будто вот сегодняшний день вот он прям какой-то прям очень-очень значительный. Что-то прорвало. И поэтому вот в этом потоке сейчас он очищающий, он вымывающий. Вот, наверное, все это сейчас нас несет через вот эту червоточину. И поэтому сейчас самое важное — это себя сохранить и найти свое место безопасности, такого убежища, минимизировать вообще общение, дистанцироваться, укрыться, сохранить себя, продержать себя. Если невозможно не выходить в мир, конечно, это делать, но прямо вот вообще никуда не вовлекаться, ни с кем ничего не. Я не знаю, но у меня такое ощущение, как будто вообще вот закрыться там, по крайней мере, пока-то точно. Помогать себе любыми способами. Но еще очень важное наблюдение, вот еще мне девочки озвучили в обратной связи после последней записи, что очень многие способы-то не работают из того, что было. Не работают, не помогают. Потому что, по сути, я вот когда это прослушала, я реально посмотрела все-таки ленту, вообще какую информацию сейчас выкладывают источники. Я, честно говорю, вот если бы я не владела вот этой информацией, я бы ничего не смогла взять ценного из тех постов, которые сейчас размещаются, из тех видео, которые сейчас размещаются, ну, которые полезные, конечно, вроде, ну, я имею в виду, которые направлены вот на эту тематику. Нету этой информации. Вот то, что вот я сейчас озвучу, ее просто нет. Есть общие рекомендации, как раньше вот они выкладывались, вот в принципе вот одно и то же. Как это применить к сегодняшнему состоянию, вообще непонятно. Вообще непонятно. Они не объясняют, вот что сейчас происходит. Поэтому я прекрасно понимаю растерянность людей. Непонятно, что происходит, что с этим делать. И все объяснения, которые в общем доступе просто рассчитываются на большую аудиторию, и там действительно большая аудитория берет эту информацию, а толк-то есть от этого или нет, я не знаю. Я не вмешиваюсь никоим образом, нет, я просто к тому, что если вы на сегодняшний день не видите тех инструментов, которые вам помогают, слушайте себя, слушайте свое тело и делайте то, что просит тело. Тело точно знает правду. Тело интуитивно вам подскажет, что вам надо делать. Вот у меня, я рассказываю только про себя. Не участвовать ни в каких групповых вот этих вот сейчас мероприятиях. Я, в принципе, это уже давно не делаю. Ни в медитациях не участвую нигде. По крайней мере, у меня этот запрет сейчас стоит точно. Вот. Я не участвую ни в каких учебных мероприятиях. Вообще никуда я не хожу. Я сейчас выработала абсолютно свою систему жизни, проживания, безопасности, и я следую ей. И все, что я делаю, вот то, что универсально, я рассказываю здесь, в подкасте. Это вот на сегодняшний день изоляция, насколько это возможно, либо минимизация общения, это минимизация интернета. Если у вас есть качественные источники, пользоваться информацией только оттуда. Больше нигде. Не сидеть в интернете. Одна девушка, с которой мы работали, принесла одно такое тоже
один момент в своем состоянии, что просто грязь была от того, что человек просто просматривал интернет. Имейте это в виду. И чистили тоже тело от этой грязи. Реально. Я это видела. Я это вижу всегда. Очень жаль только, что люди этого не чувствуют, не видят. Просто от просмотра ленты очень сильно загрязняется психика и откладывается в виде энергетической грязи внутри. А потом это все разъедает и влияет изнутри. Имейте это в виду. Дыхание говорила. Сейчас вода говорила всеми возможными способами. Природу говорила. Общение только со своими говорила я. Сейчас очень важно, как я говорю, лежать на полу. Если возможность есть сесть, садитесь. Если возможность есть лечь, ложитесь. Лучше всего ложитесь на пол, звездой легли и лежите, 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 лежите. Одна девушка сказала, что она уже, как она говорит, я уже все себе определила половую жизнь. Я, говорит, перебралась на пол, у меня все там. Мне, говорит, реально так комфортно, говорит, я просто вообще только так сама себе помогаю. И действительно, ей это работа, для нее это прям благо-благо. И она еще в качестве инструментов перечислила мой подкаст. Благодарю, конечно, за доброе слово. Для меня это очень важно и очень ценно. Потому что это все прожито, потому что это все, я говорю, не просто так. Я все это прожила задолго. И я знаю ценность каждого своего слова. Пусть я одно и то же говорю, только я, как оказывается, все время напоминаю элементарные вещи, которые самые простые, бесплатные, доступные, только делайте. И это реально помогает, это реально в доступе. Только развернись в свою сторону и сделай. Очень важно как раз сейчас весь фокус внимания развернуть на себя и заниматься только собой. Но это опять одно и то же. Я рассказываю. Но как оказалось, в работе с теми же девушками, как оказалось, все равно заточены все во внешний мир. Это старые эти навыки, которые рефлексы срабатывают, но сейчас время такое, что туда смотреть уже, мягко говоря, небезопасно. Постоянно надо разворачивать, постоянно, потому что эти старые мышцы все равно срабатывают. И надо все время наращивать новые. В общем, доставать все инструменты, которые помогают, и создавать свою энергетическую безопасность на полном серьезе. Прямо сесть и самим себе этот алгоритм 1, 2, 3 и компот. Точечный интернет. Всеми способами возможна изоляция. Конечно же, помогать себе работать со своим состоянием. Сейчас это самое-самое-самое важное и главное. Вам это время и дано для этого. И эти все энергии продолжают свое дело именно для того, чтобы вы это сделали. И сейчас в людях еще очень важный момент. Это вопрос жести я хочу озвучить, потому что то, что сейчас я вижу, это просто какой-то запредел, беспредел. Сейчас поднялась тема жести. Что такое жесть? Это как раз, помните, я в прошлой записи говорила, люди как бронетранспортеры начали передвигаться. Из них, из всех щелей, как говорится, полезло все то, что там накоплено. Слоеные пироги у каждого свой. И зазвучала тема короны. Для меня слово жесть — это читай корона. Это как раз та крайность, когда люди
со своими личными границами. Это крайность вот этой темы. Когда люди так себя слушают, что уже начинается другая история. Когда начинается жесткость. Такая правота, которая как уже звучит больше как не гордость, а гордыня. Разницу, если чувствуете, то вы поймете, о чем я говорю. Когда идет рубилово уже. Вот, поэтому здесь начинается уход в крайность, уход в изоляцию, когда я только прав. Но это все понятно, больше подсознательно, неосознанно. Но люди прямо очень категорично выставляют свои условия, свои требования. Ну, это вот как соседи у меня. Вообще ничего не слышат, ничего не видят. Я им пытаюсь что-то донести. Люди категорически вообще ни в коем формате не признают диалог и не хотят договариваться абсолютно никак. А как нам жить вместе? Большой вопрос. Они выбирают войну. Они выбирают закрыться и воевать. Ну вот сейчас во многих людях вот эти войны и проснулись. Это как раз те слоеные пироги, о которых я вот все мимоходом говорю. А слоеный пирог для меня это совокупная такая история накопительная, где каждый слой отдельно можно просмотреть. Это, как правило, конечно же, личные какие-то, личная история человека, которая активизировалась, травматичная, болевая, которая активизировалась вот сейчас. Потом там активизировалась еще очень сильно история связи с страной, с планетой. Это вот как раз активизировалась память очень сильно, семейная, родовая, страны, планеты. И мы все вовлечены в эти системы. Почему вот сейчас вот мне многие говорят, что те события, которые произошли в Москве, очень сильно прямо людей напугали, что, конечно, может быть, это сухо прозвучит, но те, кто сохранил адекватный, трезвый взгляд, при всем уважении, конечно, к тому, что произошло, все озвучивают, что наблюдается просто какая-то несопоставимость между масштабом события и той реакцией боли, которая произошла вообще. Накрыла всех абсолютно общим каким-то покрывалом. Для меня, в принципе, здесь вопросов нет. Это активизация памяти произошла. Коридор работает. И открылись все вот эти вот внутренние подвалы уже у всех, абсолютно у всех. Вот это еще один был слой. Потом плюсом идут вот эти новые энергии. И еще плюсом идут, четвертым слоем, все истории, которые поднялись из подвалов рода и семьи. По генетике, по крови поднялось все, что только может подняться на сегодняшний день. И вы представляете, люди приносят вот такие слоеные пироги, а это люди, которые что-то делают. А те, которые ничего не делают, что там происходит, и не делали, и не собираются делать. Там уже все. Вот это как раз сумасшествие и происходит. Поэтому как мне кажется, сейчас ни в коем случае нельзя вовлекаться в любые какие-то мероприятия, которые могут усугубить. Искать спокойствие, создавать его себе.
Искать тех людей, которые своим присутствием вам дарят спокойствие и тепло, около которых вы можете просто дышать. Вот у меня такое ощущение, все время вот хочется свежего воздуха, свежего воздуха. Вот лично мне так. Я везде ищу свежий воздух, я везде вот все открываю, я везде все проветриваю, мне прям катастрофически не хватает свежего воздуха, и у меня такое ощущение, что это я постоянно еще считываю общее пространство, естественно. Я же здесь встроена, я вовлечена. Я в эпицентре событий нахожусь, и я постоянно себе создаю вот эти вот островки спокойствия, свежего воздуха любыми доступными способами. И предлагаю это делать вам. И вот таким способом на ощупь и передвигаться в своей жизни. Вот по таким шагам, шажкам, островкам. Как это делаю я? Вот на сегодняшний день я эту делаю запись опять на новом месте. Я ушла от того напряжения, которое почувствовала, и я очень рада этому. Мне здесь реально легче, мне здесь прям спокойнее гораздо, чем было в Челябинске. Вот. И более того, я вот сейчас выехала, и я еще больше увидела со стороны. И, конечно, мне очень жаль, что все знаки, которые я увидела по пути следования, подтвердили то, что я увидела заранее. Вот такие дела, друзья. Но и в то же время скажу, что все-таки жизнь не отменяется. Тема отношений, тема партнерства, которая заявлена, и этот модуль, он действует, он работает, и он разворачивается, он и сейчас еще больше развернулся. Вот сегодняшний день внес еще один большой вклад в этот модуль. И в субботу произошел очень большой процесс после той консультации, которую вот я провела в субботу. Там тоже был сделан шаг в этот модуль. Даже не то, что в модуль, а в этот процесс, который сейчас происходит. Я все время кладу зерна. И очень важный момент. Сейчас одна из тоже главнейших динамик нашего времени. Все встает на свои места, и все встают на свои места. Это очень и очень важно, чтобы вы прямо слышали это. Время взрослых людей, время ответственности, личная ответственность. Сейчас еще больше до меня доходит, почему, говорю, и модуль-то отменился, потому что сейчас вот этот коридор, это действительно каждый только сам отвечает за свое состояние. И сейчас вот сам каждый просвечивается на раскрытой ладони Бога. И у меня такое ощущение, что просто какой-то тысячный зрительный зал за каждым человеком смотрит и вообще сверяет, вообще вот записывает каждую мысль, каждый шаг вообще, что человек делает. Я не знаю, у меня такое ощущение. Сверки идут, сверки на каждом шагу. И опять пошла сверка по отношениям сейчас. Почему сейчас вот все связи задрожали, все контакты сейчас опять напряжены, опять вот начались конфликты, разборки. Это все, потому что у каждого человека в первую очередь личная сверка, личная работа идет, хочет он этого или нет, это происходит. Только как он это проходит и делает ли что-то, или все пустил на самотек, вот в этом бултыхается и, ну, в общем, куда приведет, туда приведет. Ну вот, что выбрал, то и туда и приведет. Соответственно, то мы и наблюдаем сейчас. Поэтому помогать себе всеми доступными способами,
разбираться со своим состоянием, обеспечивать себе энергетическую безопасность, уходить от напряжения и убирать напряжение в себе обязательно. По большому счету, друзья, я вам честно говорю, это прям вот личная консультация для каждого, кто сейчас прослушает эту запись. Я вам честно говорю. Я вам выдаю такие бриллианты, которые вот просто делайте, и вам будет достаточно, и ходить-то уже никуда не надо. Но я просто не могу этого не делать. Это просто моя работа на моем месте, на моем посту. Вот такие дела. Рада, что мое дело приносит пользу, спокойствие. Мне отозвались замечательные, теплые люди, которые сказали, как только они слышат «Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская», им уже становится спокойнее и легче. И слава Богу, друзья, значит, не зря. Вот такие дела. В этой записи я выдала много важной информации, многое повторила, кое-что новое сказала. И есть зерна. Всматривайтесь в себя глубже, больше, зорче, потому что понимание и ясность дают очень много, и спокойствие точно. Вот лично для меня так. Когда мне понятно, то это, конечно же, для меня всегда ресурс. Как мне вот Лея сказала, когда мне понятно, куда смотреть, мне так проще намного жить. Я знаю, куда надо направить свое внимание, свою жизнь, на чем сконцентрироваться, а не распыляться на всякую фигню, ерунду. И я точно знаю, что это для меня будет правильно. Ну, это как подсветить фонариком и знать, куда шагнуть. Когда смотришь, когда знаешь, куда смотреть, всегда увидишь главное для себя. Так что, в общем, ладно. Буду заканчивать с моими выводами. Так, запись длится уже 53 минуты. Все, друзья. Сказала, ну это прямо срочное. Буду рада обратной связи, для меня она всегда подспорье, всегда вдохновение. Спасибо всем, кто отзывается. Спасибо, дорогие, спасибо, для меня это очень-очень важно. Всегда быть услышанной и вовремя, это дорогого стоит. Это для меня огромная ценность, и я хочу, чтобы вы это знали. Я вам от души, вы мне от души. Вот слава Богу, так друг друга и греем, и помогаем. Поэтому я на связи, вы, надеюсь, тоже на связи. Если кто-то захочет присоединиться, откликнуться, ради Бога, я только рада. Искренне, от души, всегда добро пожаловать. Все, всех благ. Берегите себя, спокойствия, просвета. Я на связи. До свидания.